Всем привет, вот Костя, вот наши коробочки. И знаете, что мы сейчас будем с ними делать? Мы будем запускать аквариум по новой современной технологии. Начитавшись умных книжек, насмотревшись умных роликов, мы решили запустить аквариум. Какие размеры его? 40, 25, 25. А объем? 25 литров получается объем. Мы также уже побывали в магазине, немножко тут скупились в этом ящичке. Это все вот Костя заказывал на дом, да? Да, Сейчас будем вскрывать, смотреть, что там внутри. И, конечно же, делать красоту. попытаемся. Я думаю, дядя Вася справится, он у нас мастер. У меня большие Он машет сомнения. головой, но он еще не знает, куда попал. Он сейчас будет работать, Да. будет распаковывать все. Тут у нас и камешки, и песочек, и сам аквариум, и много-много еще всего интересного. В общем, чай, печеньки, усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Песок. Настоящий? Да. А тут должны быть камни. Драконьи камни, Драконштейн, фирма Акро. С самой драконии. Самой драконии, да. Не знаю, знают ли драконы об этом что-то. А? Какие? О, зупа. Наверное, нам еще понадобится молоток, зубило. Думаешь, не поместим? Будем смотреть. А какие красивые. Будем мастерить что-то. А это- для аквариума, да? Это вот Ехимамунта, это его продукт, это он делает. Это минеральная добавка именно на дно аквариума. Называется Grow Powder Active, Grow Power Active. Боденкрут Зузац Цуланцетфердюнов. Да, мы все поняли. Да, это длительное удобрение длительного свойства. Постепенно Минеральная будет добавка, выдавать да. его, да? Вдавать в воду. Это я даже не помню, что я покупал. А это для будущих креветок. Ну, прикольно. Фильтр будем старый использовать. Рюкзачок. Рюкзачок, да. Используется без всяких наполнителей, без ничего, пустой. Как вам система такая? Все мы любим губки, ну все. Это я, наверное, про себя говорю, все мы любим. Просто я фанат губок, фанат хорошей фильтрации. Но тут у Кости я столкнулся с тем, что он не любит губки, он их не использует. И вот у него аквариум позади, там видите, флювал стоит. Вот там губок нету. И еще сзади меня аквариум, там тоже нет губок. И все растет, все цветет. А раньше как было, Кость? Раньше было ужасно. Сколько это продолжалось? Я больше года я воевал с аквариумом, я никак не мог ничего настроить. Тоже смотрел многих разных ютуберов, в магазине с консультантами очень много дискутировал. Приносил воду, вода была просто идеальная, то есть по идее все должно было расти, цвести, пахнуть, но кроме водорослей ничего не росло. Поэтому, когда дошел до ручки, то есть хотел уже полностью все бросить, я наткнулся на канал Ехимамунта, пообщавшись с ним в лайвстриме, перешел на Discord, это программа типа Телеграма. И там уже с людьми более как пообщавшись, посмотрев на аквариумы именно без фильтрации, просто был как бы последний шаг попробовать еще раз. Я когда обрезал все губки, то есть когда вода просто циркулирует, пумпа работает только на циркуляцию. И у меня просто на глазах начало все налаживаться. Начала борода уходить им практически сразу, растения начали в рост идти. Вот кто еще использует такую систему? Вот напишите в комментариях, мне интересно. Может, это я все-таки уже отстал, динозавр, еще губки использую, фильтрацию. Может, уже все перешли без губок и используют фильтры. Не, ну Очень фильтрация она интересно. нужна. Это не так, что я какой-то противник фильтрации. Не, я понимаю. Я не говорю об этом. Просто под разные типы аквариумов, под разные системы, то есть под разное ведение аквариумов. Мои аквариумы прекрасно себя чувствуют. Я им очень доволен. И точно так, как Йохимунд, это все и описывает в своих роликах. Я, конечно, небольшой любитель вот этих всех пересказов, но Ну, могу еще и Диану Вальштадт пересказать, да? могу, да, если кому-то Уже, интересно. кстати, Костя прочитал книжку ее. В процессе сейчас видео будет делиться информацией. Вот так в Германии пакуют аквариумы. Новенький, блестит. Значит, песок, если по Йохимунду, самый идеально считается, самый простой нейтральный песок, фракция от 0,4 до 0,8 мм. Но также я именно вот эту фракцию встречал и у очень многих биологов, и говорят, что для растений именно такая фракция до 2 мм это самое оптимальное для растений. Я делаю расчет, чтобы было 5 сантиметров Высота грунта, высота грунта. Ну и рассчитывайте площадь вашего аквариума, какое, ну, в данном случае, например, 40 на 25, переводим в дециметры, 4 умножаем на 2,5, получается 10, и 5 сантиметров, еще раз умножаем на 0,5, 5 литров надо.
получается. До 25-литрового аквариума. Камешки промыли, песочек промыли, даже фон наклеили на аквариум. И сейчас вот решили засыпать вот это чудо-порошок. Мы его понюхали, и чем пахнет, Кость? Ну, что-то типа навоза. Ага. Даже без понятия. Пахнет, ребят, реально как навоз. Но цвет красненький какой-то, я не знаю, может с глиной что-то там подмешал. Такое, знаете, Ну, стоит, что... знак это- качества его, да? Да, что это минеральные вещества и хватит примерно на 3 месяца. Ну, будем Ну, верить именно ему. стартовая. Пока не стартует аквариум, нормально. Видели, он, как мы подбирали тут композицию. Костя Мы говорит, нет. подбирали, мы мыли. Мне это нравится. Мы делали, мы пахали. Костя возмущался, он был очень недоволен, что много камней. А нам надо 10 килограмм было куда-то уместить в такой маленький аквариум. Ну, в принципе, если под завязку, то мы как бы туда влезали. Вот один порошочек мы израсходовали, сразу в комнате появился такой устойчивый запах навоза, вот сразу чувствуешь себя в деревне. Вот есть Ну, второй, Я даже не пойму, он такой как даже не навоз, он как Ну, перепрелое что. лошадьми пахнет. Может быть, да. Я лошадей не нюхал. Все, трамбовка пошла. Кашицу из песка насыпаем. Чудо-порошок. Это чудо немецких лошадей. Вот там немецкие технологии в аквариумисте. Мы там вроде бы уже склеили, облагородили немного. Теперь осталось вот за немногим делом посадить урожай наш. Все то, что было приобретено Непосильным небезызвестном трудом. магазине по конским ценникам. Избавляемся от этой ватки, что тут, наверное, удобрение в этой ватке. Да по-любому. Вата минеральная, пропитана самым дорогим удобрением. Да, самым хорошим минералом. Они настолько дорогущие, ну, нам повезло, и нам его положили. Будет у нас все расти без СО2, без освещения. Об этом мы не Освещение говорили. будет, но будет совсем слабая лампа. Естественно, да, солнышко. Нет, он стоит на западной стороне. Там солнце бывает буквально, там, чтобы не соврать, минут 20 в день вечером. Как много. Да. Не по Диане Вальштадт. Да. Один из самых удобных способов вот это от ватки избавляться просто в воде и вилкой. Это вам лайфхак. Лайфхак, да, немецкий. А от улиток так можно избавляться? Я не знаю зачем, но я думаю, что дезинфицировать я точно ничего не буду, потому что улитки это естественно абсолютно в аквариуме. Они должны быть. Аквариум смотрится как при свечах такой. Древний аквариум. А вот эта лампа, при которой будет расти растение. Все, в мусор. Да, пользуясь случаем, хочу передать привет маме и узнать у подписчиков, после скольки лет брака можно начинать бить жену. Уточни, сколько тебя уже бьют. Аквариум наш уже готов, водичка плещется, фильтр работает, свет горит. Нету фильтра, не наговаривай на меня. Ну, фильтр, ребят, я в том плане, что рюкзачок висит, просто он гоняет воду, и губки нету, он Там пустой. ничего нету. Вот Кося- Можете посмотреть. Сил, это я уже пришел, час он тут сидит, не может отойти. Костя говорит, что поначалу у него происходили какие-то коллапсы, и почему-то все пропадало. Потом он начал в фильтрах вытаскивать губку, и все наладилось. И я вот не знаю, вот честно говорю, вот как губка влияет на вот это все. Но как видите, вот какая-то связь есть, пока я, честно говоря, не улавливаю. Очень бы хотелось пообщаться лично с этим Йоханом. Ну, надо немецкий подтянуть или Костю подтянуть с собой, и чтобы он как-то все это объяснил. Что-то, видно, я где-то недопонимаю. Сюда мы водичку только свежую наливали, старую аквариумную не использовали, поэтому, возможно, еще и из-за этого будет чуть дольше. Ну, поживем, увидим, а дальше Костя будет нам слать фотографии в чате. Ну, Показывать, думаю, дядя как Вася живет. приедет нам, еще сам снимет. Как он поживает. Да. Всё, Смотри, что ты наделал. Все, ребят, я выяснил, смотрите. Оказывается, тут не только надо губку убирать, а вон еще листьев надо пойти насобирать на дороге. Не надо. И покрошить. Вот это не говори людям, но они ж потом слушают, потом... Поверят. Они знают, что я шучу. Что это за листья? Зеемандель, я не знаю, как он по-русски называется, честно. Ну, Но это надо именно из-за содержания хумина, чтобы были хуминовые кислоты в любом аквариуме, они просто необходимы, они важны. ну, у нас это обычно Можно дубовые листья шишки используют. ольхи. В дубовых листьях их не так много хуминовых кислот, поэтому дубовые листья их можно, но осторожно. Ну, у нас просто дешево и сердито это. Не, я понимаю, да. Надо или займонт. Можно ольху использовать, шишки ольхи, можно иву использовать, можно использовать бук, дуб. Это клен тоже можно использовать, листья.
Он именно дает много хуминовых соединений, хуминовые кислоты, хуминовые вещества.